С утра магазин был полупустой. Охранник привычно оглядел покупателей, так и есть, вон она стоит, подозрительная старушка. Телегу взяла, словно целый воз хочет накупить, а положила в нее только самое дешевое молоко, хлеб и гречку. И все крутится, крутится, минут 10 один кусок сыра рассматривает. Вертит его по-разному, неспроста это. Старушка достала вторые очки из сумки, посмотрела в них на сыр, видно, наконец-то что-то рассмотрела. Убрала очки для близи. Положила кусок сыра в глубокий карман большого пальто. Потом огляделась. Хочет понять, не видел ли кто. Догадался охранник, ну и стерва, как прикидывается. И как-то ведь поняла, что в том углу камеры нет, вот хитрая старуха. Старушка вдруг обнаружила в стороне витрину-морозильник, подошла и, увидев мороженое, начала улыбаться, как ребенок. Взяла одно, подержала в руках, подумала, достала из морозилки второе. С детским выражением предвкушения на лице, как же будет вкусно. Положила мороженое в тележку. Охранник все это время ждал, когда же она пойдет к кассе. И вот, наконец, когда старушка, опираясь на коляску и мягко шагая худыми ногами в толстых дутых сапогах, двинулась наконец-то к кассе, охранник вышел из укрытия. Работал он уже несколько месяцев и знал, как воруют продукты у них в магазине. Охранник был на полпути к бабуле-воровке, она уже выложила на ленту у кассы и хлеб, и молоко, и гречку, и мороженое. Все, кроме дорогого сыра. Как вдруг в магазин вбежал парнишка лет 15. «Бабушка, я из школы пришел, а тебя дома нет. Ну зачем ты одна в магазин пошла? Мама с папой с работы заехать в супермаркет собирались, они что нужно там купят. Антоша, ну что ты так вдруг разволновался? Я погулять вышла и решила зайти, мне захотелось самой хоть что-то купить, смотри, это нам с тобой мороженое». Старушка указала на продукты на ленте. «Ой, а сыр я потеряла, да и кошелек куда-то подевался». Она стала оглядываться. Внук подошел ближе. «Бабушка, ну вот же кошелек твой лежит в тележке, чуть не вывалился. А сыр ты, может, опять в карман положила? Как тогда, когда тебя чуть воровкой не назвали? Ну ты, бабушка, даешь, меня учишь, а сама что делаешь?» Старушка сунула руку в карман и вынула кусок сыра. «Ой, Антоша, и правда, как стыдно, я опять все перепутала». «Вот видишь, бабушка, давай ты в следующий раз лучше меня подождешь, и мы вместе в магазин сходим». И парень сложил продукты в сумку, расплатился, и они пошли к выходу. Внук вел бабушку под руку и что-то по-доброму ей говорил. Охранник поначалу был очень раздосадован, не удалось воровку выявить, а ведь дали бы надбавку. Потом понял, что бабуля не воровка, а то, как внук с ней по-доброму разговаривал, и это повернули мысли охранника совсем в другое русло. Ему вдруг стало стыдно и горестно, вот ведь как люди живут, друг о друге пекутся, а у него плохо вышло в жизни. Вещички свои подхватил, да в город подался, раз он, такой прекрасный, не нужен Валья и Митьке. Тоже мне, принцесса, радоваться должна, что муж у нее есть. А сколько же он тут? Да почти уж 3 месяца он в городе, как жена его послала куда подальше. Он поначалу то взбесился, да кто она такая? Да по какому праву? Механизатор в прошлом. Хотя, из механизаторов его попёрли, после того, как он трактор по пьяни перевернул, хорошо сам не пострадал. Не уважает никто рабочего человека, не ценит. Но ничего, еще пожалеете. И уехал он в город, комнату снял с напарником, что с ним посменно в охране в магазине трудится. Очень удобно, пришел домой, а напарник на смене. Поначалу в выходные он расслаблялся, хорошо, никто не лезет, не заставляет ни воды принести, ни в огороде что сделать. Сам себе хозяин, да и какие сейчас огороды, когда зима. А потом он затосковал. Валентина, жена его, снится ему начала. Будто она в рубашке тонкой ночной постель застилает, да все вздыхает по нему. И когда же ты, муж,
образумишься. Ведь хорошо жили, и что случилось? А он и сам давно готов, он и по сыну, и по мамке с отцом соскучился, а уж по Валюшке и не сказать как. Да обида не дает ему на попятную пойти. А этого парнишку с бабулей увидал, и словно прозрел, что он тут делает, словно жизнь его замерла. Люди вон как ценят близких, цепляются, а он по своей воле отдалился, словно бесы в него вселились. Наутро собрал свои вещички, уволился, с хозяйкой расплатился, да поехал на автовокзал. Валюше цветы купил, сыну телефон новый, отцу с матерью подарки. И ехал и думал, это как же он жил эти месяцы, даже вспомнить нечего. Приехал и сразу в контору, восстановите на работу. Клянусь, больше не подведу. Вы же помните, знаете, как работать могу. Поверили, взяли, да и как не поверить, если механизаторов хороших не хватает. Потом только домой пошел, калитку открыл, Валюша во дворе хозяйничает. Не увидала поначалу, а потом оглянулась, хотела вроде рассердиться, но он ей сходу, как раньше говорит. На работу устроился, взяли меня назад механизатором, так что прими, хозяйка, одумался я. Дурить не буду больше, слово даю. Стыдно мне стало и перед сыном, и перед мамкой с отцом, а главное, перед тобой, Валя, что чуть семью не развалил. Я же мужик, не имел я права так поступать. Прищурилась Валя, посмотрела долгим взглядом на мужа, испытывающим, чтобы не подумал, что сильно горевала без него. Да и простила, ведь любит она его, мужика своего. Сам же он до сих пор ту старушку вспоминает и внука ее Антошу. Как же по-доброму этот парнишка с бабушкой говорил и домой ее повел к близким. Видно потому, что семья у них настоящая, крепость и для малого, и для старого, а мужчинам семью свою защищать заведено. А не подлавливать стариков, что по ошибке что-то перепутали. Митька отцом гордится, по его стопам в училище собрался поступать, как батя на механизатора. Вместе с отцом Митька и к бабушке с дедом помогать ходит, благо недалеко. А то у деда ноги болят, да и бабуля то газ забудет выключить, то воду. И за малым, и за старым приглядывать нужно. А Валечка теперь на сносях. Ведь с таким мужем и детей рожать не страшно. За ним, как за каменной стеной. Верит мужу Валентина, да и бабка еще ей говорила, что раскаявшийся мужик дороже 100 праведных. Понравилась история? Пишите свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До свидания!